Викинги – неудобная правда и темная сторона. Не только воинская сила и бесстрашие мореплавателей были характеристиками викингов. Часто в литературе и фильмах делается акцент на этом, но не говорится и оборотная сторона медали. Викинги были довольно жестоким обществом и свою свирепость показывали не только на боевом поприще. Быть викингом и жить в их мире было делом очень сложным, полным ежедневных опасностей, с которыми скандинавы либо справлялись, либо гибли. С другой стороны, суровые мужчины с севера очень любили яркую одежду, украшения, подводили глаза и даже делали сложные прически, что немного выбивается из брутального образа. Агрессия и жестокость были обычным делом, даже в детских играх. Мужчина должен уметь убивать. «Никогда не видел ты человеческой крови» было позорным упреком для мужчины. Даже в детских играх не уважали мальчиков, не убивших хотя бы одного зверя. Если враг проявлял стойкость, силу и ярость, то чаще вражда переходила в дружбу, ведь такой человек вызывал уважение. Но умение убивать прививали с детства. Саги пишут, что детей приучали калечить птиц и животных, чтобы те не испытывали жалости в бою. Что нередко переходило в убийство даже в играх детей, как у Эгиля Скалогримсона в детстве. В мирные годы, или когда нападать было не на кого, и обращали ярость на своих земляков, что приводило к постоянным сварам. Ордерик Виталий писал, когда у норманнов есть сильный правитель, они – самые храбрые люди, и в умении встречать трудности и бороться за победу со всеми врагами им нет равных. Но при всех других обстоятельствах они рвут друг друга и губят себя сами. Кровная месть выкашивала целые деревни. Убийца мог оправдать себя публичным признанием, либо же уходил в горы по закону, вместе с отцом или братом на месяц, чтобы остыть, и после чего возвращался, и либо платил семье убитого, либо готовился к их мести. Часто убивали не самого убийцу, а его наиболее уважаемого родича. Кровь могла быть смыта только кровью. Не отомстивший за убитого оставался навек опозоренным. Сыновья не могли собрать поминки, не потребовав мести за отца. Убивший оставлял оружие в ране, как визитную карточку, или сжигал врага в его доме, сообщив женщинам и старикам с детьми, чтобы уходили, или примут смерть. Работорговля была основной частью дохода викингов. Рабы из Ирландии, Балтики и Русской равнины щедро шли на рынки Востока. Девушка на Руси стала 3 меховых шкурки, а в Византии могла стоить и 100. Прибыль была фантастической. По мнению историка Джона Хейвуда, большинство крупнейших городов Ирландии, включая Дублин и Лимерик, долгое время были концентрационными лагерями для рабов. В этом незавидном качестве они просуществовали сотни лет, слишком уж удобное расположение у них было. Вся Балтика и Киевская Русь были зоной охоты за рабами, за счет которых и держалась скандинавская экономика викингов. Понятие недостойного деяния у викингов было довольно строгим. Это был любой малодушный поступок, за который человека обзывали нидингом и поражали в правах до уровня последнего раба. А вот стать им можно было и за трусость, и за проигранный долг, и за гомосексуализм, и даже за занятия магией или стихосложение. В кодексе законов и литературе древних скандинавов существовало слово «нид», используемое для оскорблений. Выражали им следующие понятия: клевета, оскорбление, пренебрежение, презрение, беззаконие, трусость, сексуальное извращение, гомосексуальность, уступить другому мужчине, в сексуальном смысле, приравнивалась к трусости из-за вошедшей в обычай сексуальной агрессии к поверженным врагам. Данная практика отражена, например, в саге о Стурлунгах. Особенно ясна она видна в части Гудмундар, где Гудмунд берет в плен мужчину и его жену и собирается в знак унижения изнасиловать обоих. Довольно странным было отношение викингов к религии. Массово принимая христианство в Европе, они не просто часто поклонялись и старым богам, но нередко делали это напоказ. Рольф Пешеход, брат Рагнара Лодброка из сериала «Викинги»,
прославился не только как гигант, которого не могла вынести ни одна лошадь, но и как Рольф Дьявол, грабитель монастырей. Даже приняв христианство много лет назад, умирая, он приказал убить в жертв 100 христианских юношей и одновременно дать большие пожертвования церкви, стараясь угодить и Христу, и Одину. Взять чужое не считалось воровством, если делалось открыто, когда хозяин мог препятствовать. Честный налет, грабежи, силовой отъем – это удаль, а не преступление, в отличие от кражи в ночной тиши, неназванным. Более того, существовал честный способ забрать чужое имущество, будь то дом, жена или оружие. Нужно лишь оскорбить владельца, вызвать его на Хольмганг, поединок, и тот не откажется, чтобы не прослыть нидингом. В такой ситуации молодые и сильные бойцы становились настоящим проклятием для соплеменников, отбирая через поединки все, что им нравилось. Поэтому честная кража или грабеж считались нормальным делом, а вот тайное воровство – постыдным проступком труса. Исландец Хёрд, как о том рассказывается в саге о Хёрде и островитянах, очень сердился, что названный его брат Гейр воровал. «По мне, — сказал он, — лучше уж грабить, когда ничего другого не остается, и заплатил выкуп хозяину украденного быка из-за его убитых испотишка людей, из-за само животное». Лжеца казнили точно так же, как и клятва преступника. В водах подземной реки, в скандинавском языческом аду, их ждала смерть от утопления, которая повторялась до бесконечности. Действительно, страшная участь – тонуть и никак не захлебнуться, и не избавиться от ужаса смертной агонии. Суровые и часто без меры жестокие в бою, но в бою открытом, викинги никогда не могли посмеяться над незнакомым человеком. Считалось, что у насмешника рано или поздно вырвет язык тролль. За насмешки вызывали на поединок. Чем дольше человек выжидал удобного случая для мести, то есть чем меньше он находился в состоянии аффекта, тем большую выдержку он проявлял, тем лучше исполнял свой долг. В саге о Гретере говорится: «Только раб мстит сразу, а трус – никогда». Физическая немощь и старость считалась постыдной и наказанием от богов. В саге о Гретере рассказывается о смелом Асмунде из Скалы, который умер от старости, что позволило его недругу насмехаться над ним и сказать: «Незавидная выпала доля воину. Он задохся, как собака, в печном дыму». Общественное презрение толкало стариков и больных к самоубийству, часто руками близких или соседей. Свидетельства о ритуальных убийствах стариков и больных есть во многих источниках, в частности в «Войне с готами» Прокопия Кесарийского. Он пишет о германском племени герулов. У них не полагалось продлить жизнь стариков или больных, но всякий раз, как кого-нибудь из них поражала болезнь или старость, он обязательно должен был просить своих родственников, возможно, скорее устранить его из числа живых. Тогда его родные, навалив большую и высокую кучу дров и положив этого человека на самый ее верх, посылают к нему кого-либо из ирулов, но только не родственника, вооруженного ножом. Полагается, чтобы убийца этого человека не был ему родственником. Когда убийца их родича возвращается к ним, они тотчас же поджигают всю кучу дров, начиная с самого низу. Когда костер потухнет, они, собрав кости, тотчас же предают их земле. Скандинавия всегда была бедной землей, и викингам приходилось регулировать численность населения. Мрачным обычаем стало избавление от детей, которых уже не могли прокормить. Девочек относили в лес, а мальчиков подкидывали на копья, чтобы они погибли как воины. Эльвир Детолюб заслужил свое прозвище тем, что личным указом запретил эту меру среди соотечественников под страхом смерти. Исключительно сильным была ксенофобия и расизм у викингов. Они считали ниже себя не только чужестранцев и жителей своих вассальных владений, но и даже тех, у кого были темные волосы и глаза, редкость для скандинавов. Эгиль Скалагримсон стеснялся своих темных волос, а саги прямо пишут, что таких людей северянам следует остерегаться. Финнов скандинавы считали плохими воинами и поголовными колдунами,
брать их на борт кораблей опасно. Индейцев викинги именовали скреллингами, что означало сброд, отбросы, Русь именовали Гадрарикой, что означало не страна городов, как неверно переводит обычно, а земля заборов. Хеймдаль дал жизнь людям 3 классов. В песне Ориги говорится, что раб Трель был рожден темноглазым и темноволосым, рыжим земледелец Карл и светловолосым правитель Ярл. Скандинавские саги полны разнообразных сцен истязания врагов, пытки они придумывали жуткие, а героем был тот, кто выносил их без эмоций, не давая врагам повод радоваться. Кровавый орел, бег вокруг дерева с привязанными к нему кишками, отрубание всех частей тела, кроме головы, это лишь малая часть из арсенала пыток у северян. Впрочем, реальных доказательств применения этих казней не найдено. Викинги, несмотря на простоту быта и оружия, были ярыми модниками. Предпочитали дорогие яркие ткани контрастных цветов, делали прически и ухаживали за собой так, что им подражали и завоеванные народы, по христианскому обычаю, мало придававшие значения внешнему виду. Подумайте о платьях, прическах и роскошных привычках князей и людей. Взгляните на собственные волосы и бороду, подстриженные, как у язычников. Разве ныне грозят нам не те же самые люди, чьим прическам вы хотите подражать? Советник Карла Великого Алкуин. Следует заметить, что викинги редко угрожали государствам, на которые нападали. У них не было мощных армий, кавалерии, стратегов и качественного железа, чтобы в чистом поле победить крупные силы. Их интересовала добыча – золото, железо, ткани и люди, а не власть и титулы. Набег с моря, пешие рейдеры, захват монастырей как центров роскоши и быстрый отход – вот так они действовали обычно. Столкновение с конницей франков или регулярными силами английских королевств викинги старались не допускать, так как шансы на победу резко снижались. Что не отменяет локальных успехов при взятии Парижа или великой языческой армии данов в Англии. Поэтому, по мере закрепления на новых землях, викинги не основали собственных империй и царств, за исключением Нормандии, а влились в существующие на правах наемников, земледельцев и воинов. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.